Никто не был готов к тому, что произошло той ночью. Гости пришли с обычными ожиданиями. Просто на престижные мероприятия красоты, насладиться мягким освещением сцены и уйти с подарочными пакетами в руках. Но за считанные секунды смысл слова «мероприятие» изменился полностью. Воздух будто натянулся, свет сосредоточился в одной точке, и без единого сигнала Вселенная словно задержала дыхание. Не из-за фейерверков, не из-за яркой сцены или голоса ведущего, а из-за одного шага, одной тени, одного имени, которое не нуждается в представлении. Ким Тэхён V из BTS появился. Словно гравитация комнаты сместилась к мужчине в коричневом костюме. Никакой фанфары, никакой драматичной музыки, но все глаза были прикованы к нему, не в силах отвести взгляд. В этой простоте родилось нечто, выходящее далеко за пределы обычного визуала и хаизмы. В ту ночь, которая должна была быть обычной, мир стал свидетелем чего-то исключительного. Появился король без короны, а весь зал преклонился в восхищении. На сцене Тир-Тир, которая казалась обычной на первый взгляд, вдруг возник новый центр гравитации, когда Ким Тэхён шагнул внутрь. Без громких объявлений, без драматичной музыки. И все же в этой простоте проявилась аура настоящей звезды. Комната на мгновение замерла, гости не могли пошевелиться, словно наблюдали редкое чудо реального мира. В коричневом костюме, идеально подчеркивающем пропорции его тела, Тэхён выглядел не просто как глобальная знаменитость, он казался центром самой Вселенной. Красный драматичный свет мягко ложился на линии его лица, создавая художественный силуэт, словно кадр из крупнобюджетного романтического фильма. Инфлюенсеры рядом со сценой рефлекторно прижимали руки к груди, пытаясь успокоить внезапно учащенные сердцебиения. Некоторые заострили на месте, не в силах оторвать взгляд от фигуры, которая словно принесла с собой другое измерение. С самого первого шага стало ясно: Тэхёну не нужно представляться, чтобы излучать свою ауру. Он не пытался выглядеть потрясающе, он рожден с этим. И в ту ночь его природное обаяние достигло апогея. Не прошло и нескольких мгновений, как соцсети заполнились видео с реакциями инфлюенсеров со всего мира. Те, кто приехали из Америки, Японии, Таиланда и Европы, публиковали почти одинаковые комментарии. «Он слишком красив. Я не могу дышать. Визуал Тэхёна незаконно красив». Японский инфлюенсер даже написал, что Тэхён имеет визуал более совершенный, чем у аниме-персонажа. Для тех, кто видел это лично, такие реакции казались полностью оправданными. Один из самых обсуждаемых моментов, когда Тэхён стоял перед гигантской красной инсталляцией Тир-Тир, мягкий свет падал на его лицо под почти невозможным для постановки углом. Фотографы бросались искать идеальные ракурсы. Без подсказки они понимали, что перед ними редкий синтез эстетики, харизмы и искусства. Словно вся вселенная сговорилась создать идеальную сцену, достойную быть запечатлено в трипе истории шоу-бизнеса. На другой стороне зала молодые корейские артисты выглядели ошеломленными. Их взгляды были прикованы, губы слегка приоткрыты, щеки покраснели. Известная певица даже отвернулась, когда Тэхён случайно посмотрел в ее сторону. Ее лицо моментально зацвело, и она закрыла щеки руками. Момент моментально стал вирусным. Но не только инфлюенсеры или обычные гости были очарованы его аурой. Даже мужские модели, обычно уверенные в себе, теряли концентрацию. Один топ-модель несколько раз глотал слюну, глядя на Тэхёна, словно не веря, что кто-то может излучать такую харизму просто стоя. Когда Тэхён слегка опустил голову, чтобы поправить ожерелье, комната наполнилась восхищенными шептами. Этот простой гест выглядел как сцена замедленного действия из фильма, претендующего на Оскар. Некоторые международные гости признавались, что чувствовали себя перед живой мраморной статуэткой, слишком совершенной, слишком симметричной, слишком захватывающей. Тем временем ARMY заполнили онлайн-платформы гордыми комментариями. Самая повторяемая фраза «Тэхён – настоящий король». Эта фраза напомнила фанатам о нескольких месяцев назад, когда Парк Со Джун, близкий друг Тэхёна, опубликовал в Инстаграме сторис, встречая его после службы в армии. «Welcome back, King! Добро пожаловать обратно, король!» Той ночью на Тир-Тир слова Суджуна стали пророческими. Тэхён имел ауру короля,
не требующего внимания, а естественно излучающего харизму, которую нельзя преподавать стилистам, нельзя создать через популярность и нельзя подделать камерой. Когда Тэхён усмехнулся, легкая улыбка длиной всего лишь долю секунды, атмосфера в комнате растаяла. Корейский бьюти-инфлюенсер прижал плечо подруги и тихо закричал, едва сдерживая эмоции. Даже старшие артисты могли лишь улыбнуться и кивнуть, словно говоря, вот как выглядит настоящая звезда. Его королевская аура усиливалась, когда Тэхён небрежно положил руки в карманы. Гест, обычный для других, превратился в кадр международного фильма. Фотографы сталкивались друг с другом, инфлюенсеры затаивали дыхание, а тайский блогер застывал почти на минуту, пока его друг не потряс плечом. За сценой сотрудники Тир-Тир признались, что никогда не видели, чтобы атмосфера мероприятия так резко менялась всего от одного человека. «У него аура победителя», — шептал один из сотрудников. Фраза быстро распространилась среди гостей, символизируя то, что чувствовали все. Когда начались интервью, даже журналисты теряли концентрацию. Камеры, обычно точные, вдруг слегка дрожали, будто операторы тоже поддавались его харизме. Некоторые шептали: «Его визуал ослепителен, как нам сосредоточиться?» Организаторы Тир-Тир признали, что эффект от присутствия Тэхёна превзошел все ожидания. Его появление не просто оживило мероприятие, оно превратило его в глобальный визуальный праздник. Гости следили за каждым его шагом, записывали каждую секунду, не желая пропустить момент, который может стать золотым для соцсетей. Фотографии Тэхёна возглавляли тренды в разных странах. Международные знаменитости называли его главным актером реального романтического драмы и новым эталоном глобальной красоты. Когда Тэхён осматривал продукты Тир-Тир, инфлюенсеры следовали за ним, словно ученики за любимым учителем. Корейский бьюти-блогер показывал видео и сказал: «Мои руки реально дрожат, он слишком красив». Кульминация наступила, когда Тэхён посмотрел прямо в камеру. Фотографы едва не столкнулись, и этот взгляд, который мгновенно стал золотым кадром, мгновенно распространился по всем платформам. Затем, словно финальная сцена романтического фильма, Тэхён подарил последнюю улыбку, прежде чем покинуть фотозону. Теплая, мягкая, ставшая прекрасным завершением ночи, похожей на длинный прекрасный сон. Когда мероприятие закончилось, гости покидали зал с одной фразой, звучащей в их голове: «Тэхён слишком красив для этого мира». Королевская аура, о которой говорил Соджун, была подтверждена. Тэхён не просто присутствовал, он царствовал, без усилий, без слов. Он просто шел, стоял, улыбался, и мир преклонился перед ним. Мероприятие, изначально всего лишь презентация косметики, превратилось в визуальный праздник, подтверждающий статус Тэхёна как глобального феномена. Не просто идол, не просто артист, исключительно визуальный и харизматический символ. Когда Тэхён сделал последний шаг за сценой, зал ощущался иначе, словно мир только что потерял свой центр гравитации. Гости оставались на месте, не желая возвращаться в реальность, менее роскошную, чем визуальную магию, которую они только что видели. Камеры перестали снимать, но пульс восхищения продолжал звучать в воздухе. Не было финальной музыки, не было официального объявления. Но все знали, они стали частью истории, которую будут пересказывать с недоверием. Той ночью это было не просто презентацией косметики. Это было доказательство того, что есть люди, чье присутствие способно изменить цвет, атмосферу и ритм сердца. Ким Тэхён не нуждался в словах, чтобы заставить мир слушать. Он не нуждался в движении, чтобы заставить камеры преклониться. Он просто был там, и остальное сделала Вселенная. Когда двери закрылись, в ночном небе города словно повисла одна фраза: «Некоторые звезды не сияют на небе, они ходят среди нас». И в ту ночь все знали наверняка, кто эта звезда. Мужчина, который не просто красив, а создает новое определение обаяния, харизмы и искусства в его лечении. Ким Тэхён не просто идол, не просто артист, а феномен. Визуальная легенда, король без трона, перед которым склоняется мир.